Ну что, я уже не знаю, с чего начинать фразы тест-драйва. Все тест-драйвы абсолютно разные. Есть ущепенцы, которые рассказывают вам про кнопочки. Есть люди, которые 1,5 часа могут вам рассказывать про дисплей, про то, какой ниткой там, как сшивали. Тут типа она рулится. Кто этот, сука, специалист, который катается и говорит, она рулится или не рулится? Специалист один, ёпта, Давидыч, что вы там гоните? Поэтому вот эти бравые парни, которые 20 секунд ездят на мощной машине и говорят, блядь, как она едет! Пацаны, хуй не майтесь, ёпта, ладно? Вот, поэтому давайте не будем выебаться и послушаем авторитетного Давидыча. Сегодня у нас Mercedes E63 S. Я хочу сейчас, чтобы все владельцы Мерседесов, BMW, Audi собрались перед экранами. Сегодня необычный тест-драйв. Сегодня тест-драйв, наверное, будет самым счастливым в жизни владельцев Мерседеса. Потому что, наконец-то, я не буду машину называть говном. И эта машина реально по всем показателям надает в рот BMW и сделает то же самое с Audi. Поэтому готовьтесь. Это Ешка. Внешне большинство лохов, а я вам могу сказать так. У нас 1 миллион подписчиков. Значит, если это реально там автомобилисты, по большей части, молодежь, конечно, сразу там засечет, скажет, там, это, наверное, какая-то АМГшка, потому что здесь решеточка немного другая. Но, в принципе, огромное количество лохов, которые покупают 2-литровые, 3-литровые, 4-литровые Ешки, они все вешают эти бампера, все ставят эти колеса и считаются, ну, типа модными пацанами. На самом деле, прикол модных пацанов заключается в том, что они ездят на реальной 63-й тачке и при этом не парятся, что на светофоре машин, похожих на них, ну, может быть, 3 штуки, например. В Москве, на самом деле, Москва, мне кажется, это единственный город на планете, где можно остановиться на светофоре, и там, сука, будет реально 3 63-х. Такое возможно. Вот смотрите, наступил кризис. Компания Audi – это компания, которая обосралась, испугалась кризиса больше всех. Объясню почему. Значит, что сделала компания Audi? Они такие, кризис, жестко, денег не будет, никто ничего не будет покупать, надо экономить. И взяли, сделали свой на сегодняшний день топовый двигатель, 4 литра, который ставит в RS6, в RS7, в Audi S8. Компания BMW – это вообще конченая, сука, дебила. Я вам объясню почему. В 1991 году на очень-очень старой BMW пятерке был мотор 4.4. Этот же мотор поставили потом в следующую семерку. Этот же мотор поставили в 38-й, в 39-й кузов. 4.4 то же самое. Потом они сказали, мы сделали новый X5 и воткнули туда, сука, 4.4. То же самое. Потом они сделали X5M и сделали 5.0. Воткнули 4.4, в X5M 4.4. Новый X сегодня, который в самом новом кузове F15 4.4. X5M новый, X6M новый 4.4. M5, M6 4.4. Вы в BMW жлобы, блядь. Просто вы, сука, вместо того, чтобы потратить деньги на новую разработку и построить что-нибудь новое интересное, не делаете ни хера. Меняете фантик, меняете обертку и заставляете людей, которые вам буквально 3 года назад отдавали по 7 миллионов, чувствовать себя полными мудаками. Закомплексованными, безусловно. Что касается Мерседеса. Мерседес, конечно, тоже далеко не ушел. Тот же самый мотор М157, который был на 221-х, на GL-ках, которые ездили в Америке. Атмосферный 5.5 объем. Это не путайте с компрессором, с 55-м, это не тот двигатель. Они поставили 2 турбины и построили вот эту тачку. Я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Если эта тачка вам улыбается, это нифига не обозначает. Эта тачка вас сожрет. Неважно, на чем вы. Они сделали в кризис двигатель 5.5 битурбо. Мерседес повел себя, ну я не знаю, как ЛНР и ДНР. Они просто всему миру сказали, ЛНР вот такой, ДНР вот такой. Они на всю Америку, камон, давай сюда, мы с автоматами. Вот то же самое сделал Мерседес. Ну что, пройдемся, давайте посмотрим, что это за игруха. Колеса. Ну, здесь они черного цвета. Владелец дагестанец,
значит, волосатый, огромный дагестанец, потому что только Даг конченый мог сделать колеса черного цвета. Да не, успокойся, не, я пошутил, не, нормально, там пацан, все нормально, черные колеса нормально, пацанов, идем дальше. V8 битурбо на крыле у Мерседеса переводится примерно так. Как бы сформулировать так покультурнее, чтобы вы мне не говорили, что я ругаюсь матом. Иди на ты, сука, вонючая, я тебя в рот. Я не знаю, как сказать эту фразу. Просто эта фраза говорит о том, что она всех разорвет. Эта машина по паспорту едет 3,6-3,7 секунды. В зависимости от температуры и от резины. Ешка — это самая сбалансированная тачка, которая может быть в моем представлении. Она такая же, как пятерка BMW. Но Ешка — это сегодня тот автомобиль, который, получается, может дать защику ГТРу. Получается, что после чипа выхлопа коллекторов и замены двух турбин здесь будет 820 лошадиных сил и больше, чем 1200 крутящий момент. Твою мать, кто это, сука, придумал вообще? Кто это придумал? На ней что нужно делать, я не понимаю. В космос летать, еще куда-то. Какие, сука, ГТРы, какие Порше? Вы в Мерседесе там вообще, что ли, нюх потеряли? Ну, я не знаю, вы расслабьтесь, пацаны. BMW в ближайший год не сделает ничего, мне кажется, быстрее. За щеканы. Смотрите, есть обычная Ешка 63. Она есть полноприводная, есть заднеприводная. Эти машины очень недешевые. Но эта тачка не просто Ешка AMG. Это Ешка AMG версии S. Другой дифференциал, другая подвеска. Более агрессивная и боевая настроенная машина. Машина построена, но только для одного. Реально унижать Audi, унижать BMW, ну и даже рвать тот же самый Mercedes. Но самое интересное, что эта скотина полноприводная. Видите вот этот небольшой животик? Небольшой животик такой, который на спорте, там везде, на вертолете, там Вася гоняет везде. Я сейчас здесь газ нажму, кубики на животе будут, смотри. Когда ты в новой Ешке 63 пристегиваешь ремень, он так ласково придавливает грудную клетку. Соски напрягаются, становятся жестче. Запах в машине меняется на нейтральный. Нога ласково кладется на тормоз. Просто офигенная ручка селектора переключает автомобиль в режим драйв. И начинается пиздец. Так, ну что, мы сейчас немного привыкнем к тому, что она делает. Она очень сбито себя держит. Ну, то есть она прям стоит. Ебать, что она делает? Ебать. Это как тест-драйв снимать? Это что было сейчас, Мерседес? Ты что творишь? Я понял, как нужно снимать АМГ. Нужно пульсометр одевать сразу, и чтобы у вас там пульс был. Потому что у меня сейчас пульс подскочил так. Машину в повороте не срывает, но она вписывается настолько жестко, что боковая перегрузка просто огромная. Давайте мы все-таки пока не будем выключать систему. Просто понаваливаем на ней. Руль очень удобный. Я всегда ругал дизайн салона. Ну да, обычный монитор. Ну да, скромненько все так, сдержанно, сбито, ничего лишнего. Да, прикольно, удобный руль. Ничего не скажу. Вот тут удобно, что сиденья настраиваются. Но у немцев другая логика. Их задача заключается не в этом. Их задача заключается... Вон видите, BMW M5 в кузове F10. Уничтожить, блядь. Как? Такой вообще... Просто такой звук, такие тормоза. Ну просто офигенная тачка.
Вечер добрый вам. Не могли бы вы, сударь, уделить немного ваших лошадиных сил нашему вниманию? Это что было? Братан, это что было? Мы что-то не так включили? Не знаю, может 3 человека в машине. Я что-то не понял, что это было. Она стоковая? Стоковая? Да ладно. Что это было сейчас? Я не понял. Уберите этого человека из-за руля. Он портит имидж марки. Да слушай, не, ну серьезно, реально, ну честно. Постанов 0, я тебе клянусь. Смотри, смотри. Шкода, не Шкода, Hyundai. А, блядь, давай. Давай. Блядь. А, Стасон. Hyundai ушла от нас. Продаю машину. Он ее разрывать должен в клочья. То ли это какая-то М5 была, но вообще М5 так особо-то не делают их такими супер крепкими прям. Стасон, ну все же честно было. Я тебе клянусь, я этого чувака. Я не знаю, я сидел сзади, Эрик. Вот он. Нет, Вот он. Да это он. Нет, это другой. Да это он. Тут без очков был. Слушай, у нас проблемы. Мы себя не очень комфортно чувствуем. Что-то не так. Мы вообще тебя разорвать должны. Ну неужели ты хочешь сказать, что надо кондиционер выключить? О, мне кажется, что-то изменилось. Я антизанос выключил, Стас. Интересно. Да. Мне кажется, она ее душила. И выхлоп по-другому срать начал. Ёпта. Жесткая фигня сейчас была. Сейчас все владельцы Мерседесов переживают от того, что происходит. Очень переживают. Очень сильно владельцы Мерседесов сейчас переживают за этот баттл. Это стоковая машина новая. И это стоковая машина. Но просто мы должны уехать от него. О! Слушай, Тимати, смотри, что творит на Авентадоре. Давай Тимати разорвем на Авентадоре. Чувака просто зарядили на бэхе. Гоняй за нами, снимай, понял? Давай сейчас они все проедут, ты встань на сухой асфальт. Ну спорная хуйня, да? Да не, уезжай. С места факт. С места точно мы уезжаем. А вот с ходу спорная ситуация. Я думаю, что нам все равно не удалось до конца понять реально как. Поэтому, я думаю, надо оставить этот спор парням на ночных дорогах. Да, пусть выясняют. Все, спасибо тебе большое. Дальше поедем кататься. Ну, сейчас мы его честно обогнали. А? Сильно, да. Я думаю, он, конечно, пробуксовался, наверное, где-то. Но мы его реально сейчас, хлопнули, по-честному. Когда смотрим там на пластмассочки, на там, мониторчики, это, конечно, все прикольно, но это все такие вещи, которые по большей части, конечно, нужны не всегда. Но если тачка едет, то тачка едет. Если тачка рулится, что значит рулится?
Рулится, это значит тачка прям миллиметр, и ты ушел, миллиметр, и ты ушел. Под газом миллиметр, и она идет еще круче. Вот это рулится. На самом деле прикольная панель. Вот мне больше ничего не нужно. Музыка. Нихера не передашь, но звук чистый. Звук чистый, хороший, можно наваливать, можно слушать. Здесь стоит Harman Kardon. Очень удобная вот эта вещь. BMW, вашу мать, сделайте, пожалуйста. Я всегда хотел у Мерседеса вот эту штуку снять, поставить к себе. Вы понимаете, что мы делаем? Вот это вот, как будто я жопу вытираю просто. Я вот не могу жопу себе вытереть, я там лезу куда-то. В Мерседесе здесь просто раз, кнопочку там поставил, перевел, и удобно. Удобно. Руль очень приятный, да? Прям кайфовый, реально приятный руль. Коробка передач с электро. Ну, ты его один раз поставил, необычной формы такой, чисто под ДМГ заточено все. Бардачочки какие-то. Вот есть тачки, на которых приятно ездить. Я не знаю почему. Если честно, я могу сказать, перед тем, как я поехал на этой машине, я думал, что это самая лучшая тачка, самая сбалансированная тачка, наверное, за всю историю тест-драйвов. А сейчас я понимаю, что это не так. Есть вещи, которые я, конечно, добавил бы, но она мне очень нравится. Прям такое ощущение, что вот этот выхлоп, прям на перегазовке, он такой: пошел взад, пошел взад. Это он тем говорит, кого обгоняет. Коробка робот. Продувка сидений, подогрев сидений, электрическая шторка, режим эко. Режим эко. То есть чувак, который у меня сидит на заднем сиденье, отдал 8 миллионов за эту тачку, он типа должен будет экономить. Кнопка вот эта эко, это такой немецкий юмор. Человек, который купил за нереальные деньги самый быстрый в мире седан, будет экономить на бензине. Давайте отрезюмируем. Салон. Ничего личного. По салону ничего лишнего. Стол в бардачке. Строчка ровная. Все четко. Ну не сигнальте мне. Что, светофор только что зеленый загорелся. Я в эко-режиме. Но реально она валит очень серьезно. Мне очень нравится. Мерседес прям удивляет. Кайф. Просто кайф. Мне нравится, что здесь большой, мощный, хороший мотор. Вы знаете, я хотел для картинки эту машину подрифтить на ней, покрутить пятаки, помучить ее. А мне не хочется этого делать. Она выполняет строго свою задачу. Вот чисто немецкий автомобиль. Вваливает, держит дорогу, рулится. Очень нравится этот Мерседес. Всем фанатам новых ешек огромный привет. С вами был я, Эрик Давидович. Пока.